Всем доброго дня или времени суток. Спасибо, что зашли на мой канал. Как всегда, благодарю всех подписчиков за поддержку канала. Для новых зрителей скажу, что я ремонтирую дом, который женщина купила за 25 тысяч евро в Италии. Кому интересно, есть подкаст, там собраны все видео от начала до вот сегодняшнего дня. Смотрите, подписывайтесь, кого интересует эта тема. В общем-то, у меня темы будут разные, то есть и Рим, и Италия, и просто какие-то психологические советы или мои размышления. Я вам буду показывать какие-то свои секреты, которым я научился. Все-таки я 20 лет занимаюсь этими ремонтами, и рано или поздно любой мой совет вам пригодится. Мы все живем в каких-то квартирах, и рано или поздно у нас все ломается. Ну и пока я занимаюсь своими делами по ремонту, хозяйка подкупает и мне привозят разный материал. Ну вот сегодня она заказала балкон деревянный, немного мне облегчила работу. Правда, я его пока устанавливать не буду, не до него. Изначально я думал, что он будет вообще железный. Балкон приехал. А Юра еще и знакомого здесь умудрился. Ну он у меня фамозо, блин. Да. Откуда ты его знаешь? Рассказывайте. Ну что этот балкон будет вот сюда, деревянный. Сначала надо все покрасить. Одна комната почти у меня готова. Все это зашпаклевал, что хотелось. Окно выровнял, только внутри сейчас надо доделать это все. Юра окно зачистит. Это все сохнет. Может, кому интересно, классный стук такой. Стук паста финишная. Если я говорил, что может гипсокартон, ну, пока время есть, сушу этим. Кто-то мне говорил пушку купить. Купил я пушку, понимаете, в чем проблема? Пушка сильно греет, а здесь у меня везде по низу идут эти курагаты, она их спалит. Я купил, а потом думаю, блин, а как? Я даже так боюсь, чтобы не сожгло его. Buongiorno. В общем, так вот на четверочку пока пойдет моя стена. Бо нету времени ждать, когда она высохнет. Посередине будет плитка над кухней. Нормально. Ну и сейчас особенно вспоминать и вам показать интересно, что здесь было. Там вообще была дыра на улицу, стену заделывали.
А здесь вообще стояла еще фальш-стена, которая типа закрывала все эти страшные стены. Я сейчас сам в шоке, какой объем работы тут был проделан. Ну и камин можете сравнивать, что сейчас, что было. Вот такое все. Тут тоже Юра закидал большие дырки. Немного сушил этой штукой своей стукой. Тоже пока так. Здесь угол один отремонтировал. Ну, это вот соседский домик, и он хочет тоже поменять, отремонтировать эту крышу. Ну, а это самая тоже важная работа. Ну, что бы вы ни проделали, как зачистите, так и будет. Обычно я тоже, не могу я людей научить. Мало кто может сделать именно так, как надо. Все равно что-то оставляет, все равно какие-то пропуски, все равно надо переделывать. Опять же, легче самому сделать и не париться. Ну, а за соседа я вам показал, что он хороший сосед, дружеские отношения. Ну, наверное, что-то я и у него поделаю, когда хозяйка приедет. Вот я пока работал, слышу, что-то у меня тарахтит здесь. И думал, он там стрижет что-то у себя на территории. Прихожу, он пришел себе втихаря, зашел и фигачит мою эту траву, блин. Ну, классный мужик. Ну, в общем, прошел все наждачкой, блин, сегодня и трава, и это ничего, не там толком, нет, травы я много сегодня сделал, сейчас покажу сам процесс. Кто-то мне говорил, не получится машиной, блин, ножи сломал об камни, вот вы кипишные, блин. Короче, вот кусок сделал я, кусок пришел дед со своим триммером. Ну и сейчас попробую здесь, покажу вам, что оно работает. Фу, я, наверное, весь в пыли. Короче, нет у меня времени быть красивым. Смотрим. Что вам сказать? Работает. Сам не что-то боялся, не думал, что будет работать. Так что надежда умирает последней. Фу. Красота. Красота. Тут меня все время спрашивает, коты накормлены? Накормлены коты. Я, блин, еще не накормленный. Кто меня накормит? Все, уже 7 часов вечера. Сплю я тут, никуда я не еду. Опять сплю здесь сегодня. Знаете, я не знаю, как вам объяснить. Ну, вот как-то классно здесь.
Я имею в виду на природе, когда вот нету вот этого шума, гамма, дыма, каких-то проезжающих машин, а еще и вот луна. Какая прикольная. Хожу, вот радуюсь проделанной работе. Вот это сегодня дед мне чуть помог, и я. Это за 2 часа где-то сделали. Да, не так страшно. Как бы вы ни говорили, что там машинка слабая, то все. Главное что-то делать. И закат здесь интересный. Сверчки, причем такие классные сверчки, тихие, не эти цикалы или как их, все их что-то не запоминаю. Блин, не хватает, знаете, в Италии вот такого спокойствия. Ну, не знаю, классно здесь. Блин, вот только мусор этот. Сегодня с дедом договорился. Обещал вам показать, ты уже здесь, пришла опять. Ищешь. Я уже твою подругу накормил, блин. Что, тебя еще? Что ты хочешь? Ну, говори. А почему я тебя только должен кормить? Что у тебя? Хозяев нету, что ли? Вас кормлю, а вы меня все боитесь и боитесь. Что ты меня боишься? Что я тебе сделал плохого? Ну, покажу так, сверху. А сейчас стоп. На минутку я вам покажу, с чего же все начиналось. Так вам будет интереснее понять сам объем работы. Бегают по улице жарко. Зашел, помылся. Ну, вот такое вот здесь все ужасное. С проводами непонятно что, с окнами. Ничего. Как там потихоньку. Ну, это для меня, знаете, страшно. Вы представляете, для хозяйки на все это смотреть. Мне ее жалко, но она говорит, где я столько денег на это все возьму? Говорит, я купила, блин, кота в мешке. Ну, вот Сиранды, что-то можно тоже ее, возможно, отреставрировать. Крышу эту, ну, а ей уже капец, надо ее снести к черту. А вообще нужна ли она? Вообще ли эта пристройка нужна, непонятно. Вопросов много. В первую очередь, вот мне нужно здесь установить на этом окне решетки. Хотя бы здесь еще один вход задний, тоже решетки. Комнатка светится. Здесь еще лампочку не повесил. Так вот покажу. Видите, вот это надо будет ему все выровнять и ту крышу снять. Он говорит, скажи, сколько хочешь денег. Я это не скажу точно, что ты хочешь делать. Так еще здесь, может, подработаю. Ну, на том примере советую всем новым зрителям и подписчикам, посмотрите все видео именно в этом подкасте, и так вы будете понимать весь объем работы, который здесь проделанный, ну и насколько вообще реально что-то изменить из такого старого дома. Ну и примерно за какие деньги. Дальше будем посмотреть. Ну и вот крашу еще одну комнату. Почти готово. Так вот, чуть рулом, чуть кисточкой, чуть не везде тут залезешь. В общем, такое. 6 часов вечера, воскресенье. Офигеть!
У меня нет определенных там правил, что только валик или только кисточка или только компрессор. Все идет от настроения, от конкретной ситуации, поэтому сегодня валиком здесь крашу. Что вы знаете, тут еще и салют. Вот так вот. Мне очень нравится, когда на крыше дома делают террасу. Классно, вид, вышел, отдохнул. Но здесь как-то не продумано это. Видите, ночью по крышам хожу. Все, чтобы вам виды показать. Так, ну теперь не грохнуться отсюда. Как на моих помидорчиках утренняя роса. Всем доброе утро! Утро замечательное. Какое у меня не было поганое настроение вчера вечером. Все-таки новый день, новые силы. Чаек. Как вам моя трава? Все уже переживали, как же я с ней справлюсь. У меня не бывает таких прям серьезных проблем. Машинка есть, какая не есть. Работа идет вперед. Замечательно. Знаете, когда прохлада, конь рядом, друг, птицы поют, удовольствие от проделанной работы, такое чувство наслаждения утреннего. Можно сказать, ты один в пустынном месте, и в этом кайф, понимаете? Вы можете собраться с мыслями, вы можете построить планы, и никто ваши мысли не нарушит, никто вам не испортит настроение, вы сам хозяин всему. Ой, какой кайф! Просто замечательно. За коня все забыли моего? Он в конюшне стоял. Вывел чуть травы пожрать. Вы знаете, я хотел бы передать это чувство. Вот вокруг прохлада, а солнце уже греет. То есть здесь холодно, а оттуда так тепло, хорошо. Чаек согревает изнутри. Мы думаем, где же оно счастье? Опять же напоминаю, можно поймать его даже вот в таком месте, в такое утро. Главное это заметить, почувствовать, ну и поделиться с вами, конечно. Смотрим видео. Всем приятного просмотра. Ну, покажу вам по-быстрому, что происходит в саду, и пойдем в дом. И здесь... Ай! Опять яма. Что ж тут за западло такие. И здесь уже вот такие сливки скоро будут. Не знаю, что это за слива, посмотрим. Опять же, видите, как я все прочистил деревцо. Ветки еще надо поубирать, но чисто. А как я люблю, когда какой-то урожай зреет. В общем, здесь так. А и мусор, видите, в траве есть свои плюсы. Мусора не видно. Итак, пошли в дом. Очки можно снять. Кто помнит, эта стена была вся в плесени, разрушенная, мокрая, разбитая.
Сейчас можете посмотреть, что все, что я сделал снаружи, оно работает. То есть все вот это вот серенькое, оно высохшее, нету ни влаги, ничего. Это просто я поставил недавно кран для газа. Там очень много штукатурки, оно просто тупо сохнет. Здесь все переведено, все сухо. Немного странная вот эта стена. Я не понимаю, что там. Ну, то ли, я думаю, что подсохнет. Если и была влага, она должна уйти откуда-то. Может, она с этого угла. Там еще душевая кабинка странная. Это я прошел штукатуркой первый слой. Второй слой дам уже шпаклевкой. Здесь должны быть какие-то розетки, но я пока не знаю, как с ними быть. Здесь я думал сделать гипсокартон, заштукатурил. Тоже не вижу, чтобы она была сильно мокрая. Ну и там. Весь этот салон нужно делать. Скажем, любая такая комната в среднем, ну не знаю, по размеру, сколько там, 15 квадратных метров, не в сильно запущенном состоянии, как, скажем, вот это, и либо такая комната, вот я ее почти уже заканчиваю, сейчас еще одну руку дам, где надо, где не надо. Это, скажем, без окон, я ничего не говорю за эти все установки, что альтра другая цена, что другая цена на это все. Двери, все, только вот я вам говорю, покраска и все. То есть с учетом, да, какая-то там гвоздь был, гвоздь выдирается, дырочка заделывается, где-то трещина, расшиваешь, быстро зашпаклевал. Такие мелочи, это не шпаклевка всей квартиры. Вот такая комната будет стоить только покраска, ну вместе с краской, около 400 евро. Это, скажем, что ты можешь что-то заработать, а то и 500. Все зависит от проблем, которые есть. Если здесь мебель, это еще будет настольник дороже стоить. Потому что мебель надо накрыть, передвинуть куда-то. Если потолки высокие, здесь еще потолки низкие. Чем выше потолки, тоже стоимость увеличивается. В среднем, я вам говорю, 300, 400, 500 евро вот такую комнату покрасить. Если все надо перешпаклевывать, если все надо... То есть, если вы шпаклюете, соответственно, вы должны шкурить, вы должны дать изолант, грунтовку, фисатив, как называется. И опять все это закрашивается. Цена уже будет доходить до 700, до 1000 евро. Мне дал даже знакомый итальянец, не то чтобы я искал. Он взял работу, у него не было маляра. Он мне дал такую квартиру, не такую, меньше. То есть там было 2 спальни, 3. Один большой салон, 3 спальни и ванная комната. Ванную комнату надо было все переделывать, но это не входило в смету. То есть салон только покрасить, пару дырочек, но большой салон чуть ли не как этот. Спальные типа как эти, 2. И одну надо было полностью перешпаклевать, потому что кто-то умный хотел сэкономить и сам покрасил стены. Покрасил густой краской неразведенной. То есть там такие были, вот так вот, как корова, хвостом промазано все. И это не сдиралось наждачкой, потому что краска хорошая. И все это надо было перешпаклевывать. За все это мне он заплатил, знаете сколько? Он сам мне назначил цену, посчитал все, 4500. Меня эта цена устроила, при том, что он мне еще и краску покупал. Краску, шпаклевки, все он мне привез. Ну еще коридор такой же, как этот там был. Немного там было в коридоре, больше шпаклевки. Ну как бы, думаю, все равно мне выгодно. Фактически я закончил где-то за 3-4 недели.
Я настолько быстро это захерачил, что он, в принципе, не рассчитывал на это. А я настроился, думаю, да, я хочу заработать, я хочу сделать быстро. Единственное, что потом там вот случилось, что я заболел, и я не закончил ему эту ванную комнату. Там в коридорчике оставалось только чуть-чуть, потому что, в общем-то, мы договаривались, что он на ванную комнату возьмет каких-то плиточников, каких-то там мураторов. Я говорю, ну ладно, я тебе уже сделаю. И я сглупил. Я из-за этой ванны себе потерял купу денег. А он меня еще и упрекнул, что ты, видите ли, ушел, а я взял плиточников, и они мне, вот сейчас я вам покажу на примере другой бани, сколько они с него содрали. Я ему подготовил эти стены, старую плитку он сам снимал, я только их выровнял, положил ему пол. Оставалось только положить плитку. 900 евро они ему загнули. Он говорит, я из-за тебя попал на бабло. То есть ты хотел, чтобы я тебе делал за 100 евро, а тут, когда надо заплатить реальную цену, ты еще и недоволен, что я тебе подвел. Нет, ты мне должен был дать эти деньги. И тогда бы все были бы довольны. Может быть, я и не заболел бы. Потому что я ему говорил, найди плиточника, найди штукатура. Я говорю, я пришел красить, занимаюсь другими вещами. Да, а найди ты мне. Я говорю, а нахрена мне, бля, он придет, сделает плохо, я буду виноват, что ли? Здесь был камень внизу, помните, то, что я поставил наружу. Он весь снимался, выносился отсюда, и, ну, то есть кусок работы. Камин тоже ремонтировался, здесь были дыры пробитые, здесь вообще ничего не было. Теперь это все дошпаклевывать, красить. Дверца, скажем, ерунда, но что-то с ней надо сделать. Теперь вот этот вот говно, это которое было здесь приклеено. Ну, вроде бы что, его снял, да и все. Ага, видите, что остается? Я не могу ни зашпаклевать, ни покрасить. Каждый кусочек я теперь должен отдирать. Это такое западло, что вы себе не представляете. И мало кто задумывается из, допустим, клиентов, что это особый кусок работы. Вот и получается, что весь этот салон со всеми этими проблемами, кто помнит эти колонны, все это отваливалось, все это мы сбили, внутри было ржавое железо, которое мы все обработали, все эти уголки на стенах были ржавые, я их срезал и восстановил. Эту коробку еще надо ремонтировать. Я вам уже показывал в другом видео, сколько такая работа вот должна стоить. Поставить сюда пацана, чтобы он это заделал, это же опасно. Звать сюда электрика, он все это рассоединит, упакует. Это в 5 раз увеличится работа. А должно быть вот это все вот так. Вот здесь все это была сплошная дыра, все было выдуло еще хуже, чем в той коробке. Здесь то же самое. Вот и получается, что такой салон, только салон, чтобы его привести, скажем, офигеть до конца, хороший вид выйдет вам в 6-7 тысяч. Плюс не забываем, что здесь были срезаны весь этот забор, который я восстановил. Здесь одной плитки не было, я ее тоже восстановил. И еще с этими тоже надо работать, их надо как-то отремонтировать. Все это тоже еще надо. Опять же здесь был вот этот вот обои, так сказать, эти приклеены, еще не дочищено. Ты ничего не можешь сделать. Если останется одна такая штучка, ты не можешь закончить стену. С электрикой, еще не вся электрика
сделано. Опять ты пришла. Что ты хочешь? Я тебя накормил, что тебе надо? Ты то ли играться хочешь? Вот что ты меня боишься? Что ты боишься? Что ты боишься? Сама ж приходишь. Скучно тебе. Причем я вам могу подтверждать своими работами. У меня есть пару видео. Одну делал я квартиру. Примерно такое же. Девушка ушла с квартиры, с дома. Тоже поссорилась с фирмой, которая ей снимала их. С одной квартиры 60-70 метров мы вынесли, наверное, вот таких вот 20 мешков мусора, если не больше. Ну, то в Риме было. Мне еще жена помогала. Жене заплатили только 500 евро за уборку. Там надо было отдраивать ванны, кухню. Там все настолько засрано было. Полы, жалюзи, окна. Она вот неделю там только убиралась. Я взял за ту работу 4000 евро. Покраска, вот, восстановление всех этих стен разбитых, двери там были пробиты. Тоже за 3 недели, за 4 я сделал. С Марьяном другую квартиру делали. Один салон, одна спальня. 1200 евро я взял за ту работу. Тоже сказал цену, без проблем согласились. То есть вот такие цены. И в принципе тот объем работы, который я сделал. Я вам говорю, что заборчик этот устанавливал я. Не было ни палок, ни этой сетки. Надо ее чуть подтянуть там под это. Ворота поставил. Джардино этим занимался, периодически. Все это же еще и ветки, видите, поспиливал. Здесь же не только трава была, еще и ветки всякие. Здесь все было вчера. Ну, опять же, сколько я потратил? 1,5 часа на это все. Не то, что там целый день. Мусор. Ну, мусор это нормально. Должны закончиться все разбивочные работы. То есть демолюционы, как называется в Италии. И потом все за раз вывозится. Если я хозяйке, скажем, ну, Света, опять же, тебе объясню, сколько каждая работа стоит, в принципе, проделанная, то, что я сделал, то, скажем, я уже могу остановиться теоретически. Ну, так как я обещал, что я сделаю, доведу дом до конца, то есть этот месяц я подготовлю ей, чтобы она могла приехать и жить. Здесь тоже, видите, здесь уголки были ржавые, все затекало вниз. Ну так, по-быстрому клеем прошелся, понимаете, главное, чтобы снизу все было. Здесь была плитка вздутая, поломанная, мы с Марьяном ее убрали, чуть выровняли стяжкой так, чтобы хоть чуть-чуть ровно было, чтобы хотя бы подмести можно было. Здесь, помните, тоже все эту стяжку, потому что слива не было. Ну и здесь, конечно, все. Все провода, видите, привел в порядок. Кто помнит, здесь висело. И я не мог понять, что же эта стена мокрая. Скорее всего, эти провода, когда висели, по ним все стекало сюда. И эта стена настолько промокла, что она теперь и высохнуть не может. Сюда солнце, напоминаю, не падает почти. Он сейчас пойдет на другую сторону и все. Железяки эти покрасить надо. Ну, она любит красить, может сама покрасит. Окно, возможно, поменяет. Здесь это и работа, и работа. Они нагадили перед уходом так, неплохо. Здесь, пожалуйста. Ну, как понять, что делаем, что не делаем? В общем, так. Вот примерно, чтобы вы понимали, какие цены в Италии. И правильно, когда вы говорите мне, что здесь, я не знаю, даже 50 тысяч либо хватило бы. Вот сейчас хозяйка хочет купить колдаю, котел двухконтурный вместо камина, чтобы газом отапливать. Ну, не знаю, насколько того баллона
как часто придется заправлять, чтобы отопить. Ну, в общем-то, она и не будет здесь жить постоянно, она хочет приехать, допустим, зимой. Ну, а тут тоже опасно. Если здесь никто не будет жить, 700 евро котел, кто-то тихонечко залез, снял, и котла нема. И как одна женщина: а почему так всегда получается, что говорят одну цену, а выходит всегда дороже? Вот так. Потому что вы изначально должны рассчитывать, что сказали вам 10 тысяч, посчитали вы 10 тысяч, рассчитывайте на 15 как минимум. Ну а на этом все. И хотел бы очень поблагодарить Андрея Шаповалова и Бориса Деркача за их спонсорство. Кстати, желающие могут угостить меня чашечкой кофе стоимостью 3 евро. В общем-то, это дело не в деньгах, а это тоже как бы лайк, только круче. Это тоже влияет на развитие канала. Всем большое спасибо за просмотр, спасибо за новые подписки, спасибо, что вы вообще смотрите мое видео, пишите комментарии. Желаю всем мирного неба, добра, удачи, любви. Держитесь, будьте всегда на позитиве. Пока, до следующих видео.